Представьте себе ситуацию, в которую трудно поверить. Одна из самых обсуждаемых пар турецкого шоу-бизнеса, Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачи, оказалась в эпицентре новой драмы. Мерт неожиданно заблокировал Афру в социальных сетях, и это мгновенно вызвало шквал разговоров, слухов и домыслов. Подобный шаг в эпоху, когда весь мир следит за каждым лайком и подпиской знаменитостей, звучит громче, чем любые слова. Друзья, если вам интересны такие истории, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать свое мнение в комментариях, чья сторона вам ближе и как вы оцениваете этот шаг Мерта. Это очень важно для нас, чтобы понимать, что думаете именно вы. Слухи о том, что между Мертом Рамазаном Демиром и Афрой Сарачи уже давно не все гладко, ходили последние месяцы. Их поклонники заметили холодность на совместных мероприятиях, отсутствие общих фотографий, редкие упоминания друг друга в интервью. Но до последнего многие верили, что пара лишь переживает временные трудности. И вот резкий и показательный шаг — блокировка. Это словно окончательная точка, поставленная не в приватной беседе, а на глазах у миллионов. Люди сразу же начали строить версии. Одни утверждают, что решение Мерта связано с каким-то серьезным конфликтом, произошедшим за кулисами. Другие убеждены, это эмоциональный жест, своего рода попытка вызвать ревность или привлечь внимание Афры. Но были и те, кто отметил, возможно, это символический акт, означающий, что он устал от постоянных обсуждений, фотографий и вопросов, связанных с ней. Ведь их история давно стала достоянием публики, и личное пространство практически исчезло. Афра, по словам близких к ней источников, восприняла этот поступок болезненно. Она будто не ожидала такой демонстративной реакции. Знакомые актрисы говорят, что она даже расплакалась, когда увидела, что ее бывший партнер больше недоступен в его профиле. Этот момент стал для нее ударом, подтверждением того, что пути окончательно разошлись. Интересно, что сама Афра пока никак публично не прокомментировала ситуацию. Возможно, она предпочитает взять паузу и не подливать масло в огонь, ведь каждый ее жест и слово моментально превращаются в заголовки новостей. Тем временем фанаты разделились на два лагеря. Одни поддержали Мерта, заявив, что он наконец-то проявил твердость и перестал позволять Афре влиять на его жизнь. Другие же встали на сторону Афры, напоминая, что она всегда выглядела более мягкой и эмоциональной, и теперь ее можно пожалеть, ведь блокировка — это своего рода публичное унижение. В социальных сетях развернулись настоящие баталии, где спорили о том, кто прав, а кто виноват. Самое интересное, что шаг Мерта может иметь далеко идущие последствия не только для их личных отношений, но и для карьеры обоих. В мире шоу-бизнеса образы актеров напрямую влияют на проекты, рекламные контракты и отношения с поклонниками. Многие компании могут задуматься, стоит ли связывать свое имя с актером, который столь открыто демонстрирует личные конфликты? Или наоборот, именно эта искренность делает его ближе к публике? Не стоит забывать и о том, что в прошлом у Афры и Мерта уже были сложные периоды. Они расходились и сходились, обсуждали совместные проекты, а потом словно избегали друг друга. Но каждый раз находили способ вернуться хотя бы к нейтральному общению. Сейчас же ситуация выглядит гораздо серьезнее. Ведь блокировка в цифровую эпоху приравнивается к разрушению всех мостов. Это означает, что больше нет желания видеть, слышать и знать, что происходит в жизни другого человека. По некоторым данным, причиной такого радикального шуга могли стать новые люди в их окружении. Слухи связывают Афру с другим актером, что якобы сильно задело Мерта. Хотя достоверных доказательств этому нет, поклонники подхватили тему, и интернет заполонили фотографии, на которых Афра общается с коллегами на съемках. Для многих фанатов Мерта этого оказалось достаточно, чтобы обвинить ее в предательстве. Интересно и то, что в окружении Афры появились голоса, которые утверждают, она вовсе не хотела разрыва и до последнего пыталась наладить контакт. Однако Мерт уже окончательно устал и решил поставить точку именно таким способом.
По словам источников, он хотел продемонстрировать не только ей, но и всему миру, что их история завершена. Для поклонников все это превращается в эмоциональные американские горки. Каждый шаг, каждое действие или бездействие героев этой драмы вызывает новые всплески обсуждений. Люди делятся своими догадками, спорят, строят сценарии возможного развития событий. Одни уверены, со временем они снова найдут путь друг к другу. Другие же считают, после такого шуга дороги назад больше нет. Особое внимание привлекает то, что блокировка в соцсетях сегодня стала новым языком общения. Если раньше люди писали длинные письма или устраивали громкие сцены, то теперь достаточно нажать одну кнопку, и это будет значить все. Так произошло и с Мёртом. Его жест стал громким посланием, которое услышал каждый. Но стоит ли воспринимать это как окончательное прощание? Многие наблюдатели напоминают, что в прошлом были пары, которые после подобных публичных демаршей снова сходились. Вопрос лишь в том, готов ли Мёрт простить, а Афра — ждать. Так или иначе, эта история уже стала одной из самых обсуждаемых в турецком шоу-бизнесе последних месяцев. Она показывает, как тонка грань между личным и публичным, особенно когда речь идет о знаменитостях. И какой ценой приходится платить за то, что миллионы людей следят за твоей жизнью. Друзья, как вы думаете, это конец или лишь очередной виток их истории? Может ли блокировка стать первым шагом к чему-то новому, или же это окончательный разрыв? Обязательно пишите в комментариях свое мнение, ставьте лайки, если хотите видеть больше таких разоблачений и драм. Конечно, не забудьте подписаться на канал. У нас впереди еще множество историй, которые потрясут вас не меньше. Хотите ли вы, чтобы мы проследили, как изменится ситуация в ближайшие недели? Или, возможно, вам интересно узнать, что говорят друзья и коллеги Афры и Мёрта за кулисами? Поддержите это видео активностью, и мы подготовим еще более детальные расследования, которые приоткроют вам завесу тайны в их отношениях.